Привет, привет, друзья! Сегодня отвлечемся наконец-то от дранки, от досок и займемся формой. У нас есть намазанный силиконом угол на потолке. Изготовим кожух. Попробуем изготовить кожух. Это и то еще занятие. Попробуем изготовить кожух. Попробуем все это снять, спустить на пол, всю форму. И если все получится хорошо, сделаем первый отливок. Такой тип кожуха – это большой вес. И мне нужно сделать каркас для него. И я начинаю с разметки каркаса, чтобы равномерно разнести нагрузку на каркас. Пользуюсь лучом нивелира. А Саша тем временем будет здесь возвращать на место кусочки розетки. Мы их сохранили, не выбросили. Вот они. Их нужно просто обратно вклеить. Вот так происходит приклеивание на гипс чистый. Надо держать несколько минут в одном положении, чтобы гипс схватился. Ну вот так вот все кусочки и будем возвращать обратно. Я разметил вот линии, проставил направление. Следующим шагом я буду закреплять по этим линиям направляющие каркасы. Я буду использовать обычный штукатурный маяк для этого. Вот каркас приготовил. Пока там крутил саморезы, нашел вот там двутавр в углу, там этот угол выпадет весь вообще. И вот здесь нашел еще один двутавр с саморезами. Я использовал саморезы 100 мм, чтобы так дальше достать, вот там, чтобы можно было через штукатурку. Вот нашел два двутавра. Отсюда это выглядит так. Здесь около сантиметра. Ну, местами может быть чуть-чуть меньше. Вот. Вот. До поверхности силикона. Ну, по идее, здесь не должно ничего разорвать. Тут будет гипс плотно. Вроде бы так оно и должно работать. Вот. В целом получается 5 маячков, закрепленных с двух сторон. Это 10, и умножаем на 2 самореза, 20 точек крепления. Ну, я думаю, этого будет достаточно для этого кожуха. 20 точек крепления в дерево. Нормально, по-моему. А и на этом моменте Саше что-то стало там плохо, что-то с артериальным давлением. Пойдем мы домой, наверное. Уже в понедельник или во вторник придем. Сегодня суббота была. Резко поменялась погода, стало чуть теплее. И сразу недомогания какие-то. Ну, для Санкт-Петербурга это нормально. Сегодня уже понедельник, день 69. Что не сделали в субботу, то растянется на 3 дня, потому что уже вечер, я только пришел, занимался какими-то другими делами. Ладно, хомутики добавил на соединение, сжал хомутами соединение. Саша здесь уже подготавливает ведерко. Она его промасливает. О, рукой. Не ногой, рукой. Масло, кстати, стало очень дорогостоящим материалом. Пару месяцев назад еще стоило масло, там самое дешевое, нам для технических целей нужно, да? Самое дешевое было чуть 50-60 рублей, сейчас уже 100. Масляные руки хорошо маслить. Потом меньше прилипают к ним. Вот такие хомутики. Чуть-чуть прижал, чтобы оно как бы чутка покрепче было. Хвостики сейчас срежу, чтобы не торчали сюда, а то будут мешать рукам. Будут мешать работать. Вот очень грустный вид в шапочке. Мы взяли вот чего. Взяли много. Наша тяжелая артиллерия. Это пакля. О! Я буду снимать с головы, потому что нам нужно много рук. С руки не получится. Выглядит это как-то вот так. Вот. Обязательно нужно прикрывать голову, потому что гипс вот здесь. И
будет гипсовая головушка сразу же. Это все будет литься просто. Может, имеет потенцию такую. Вот так вот. Все приготовили тут. Масляная ведерко. Водичка. Гипсик. А вот это хорошая практика. Мазать руки маслом. Особенно мужчинам хорошо это делать. Потому что потом от волос вот это вот гипс, отнимать от волос гипс, потом это очень так проблематично. Масло помогает немного. Еще упустили момент, вроде как мало их, мало вот таких штук, а все-таки они есть. Видите? Вот такие капельки свисающие. Их лучше убрать. Вот. Вот такие вот штучки, потому что гипс может так сильно закусить, что потом порвется сама форма, а нам этого не нужно. Вот так. Вот свисает сколько. Вот это нельзя так. Так нельзя, потому что может сильно закусить. Я буду держать, а Саша будет намазывать. Первый слой. Вот. Его не видно. Чуть-чуть только видно. Но уже он там держится. Это как бы обрызг получается. Мы делаем сейчас обрызг, к которому потом будет крепиться основное тело кожуха. Пока гипс жидкий, так хорошо делать. И главное потом очень быстро помыть кисточку, иначе все, иначе ее выбросим. И по мере того, как гипс будет схватываться, слой будет становиться все больше. Сейчас слой тоненький, а потом он будет больше. Ты мне капаешь прям в пузо. Прям на пузо мне льется. О, боже мой. Смешно тебе, да? Ты мне льешь прям на бороду и в пузо. Наливает мне. Вот это жесть. Как потом отковыривать? Гипс начинает уже тихонечко приставать. Мне надо помогать чуть-чуть. Руками наносить больше. Вот такая рваная получается поверхность. Отлично. Следующий слой хорошо схватится за эту поверхность. О. И тут вскрывается такая тема, надо было все-таки больше, вот до половины где-то делать силикон. Наносить силикон надо было где-то до половины, все-таки здесь мало нанесено. Сейчас заляпаем гипсом порезку, вот потом придется перечищать. А это будет затруднительно уже. Вот, сколько же намазали уже. А сейчас в грязном ведре, потому что чистых ведер мало, сделаем в грязном, неважно. Вот это рассыпание, я понимаю, руками, ручками. О, ну поехали с паклей. Идея такая, обнимать арматурины, приклеивать к этому мокрому гипсу, обнимать арматурины, чтобы это все как бы было одним таким коконом большим. Вот как-то пропихивать туда, пропихивать. О, сколько ты захватила, много что-то. Ну, я говорю. Ну, помогай. Ну ладно. Нам бы еще не... Тут пригодилась еще пара рук, а то и две. Что-то оно все отваливается, хочет тяжелое. Держи. Так быстро гипс встал, потому что грязное ведро. Ну ничего, чистого не будет, будет только грязное. Промежуточно поле боя выглядит вот так, как-то. Надо все-таки чуть поменьше брать, и оно поменьше набираешь, как бы самой паклей, как-то более удобно, а то большие куски не отваливаются. Когда работаешь на столе, это одно, да, а когда вот так вверх, это чуть другое. Нормально. Осталось немного, еще немного, вот доберем самые вот эти большие, он же горячий такой. И кое-кого ждет такая очень интересная депиляция сегодня. Жесть. Я залип. У вас так довольно какая-то метка образовалась. Вот такие мы грязные. Очень грязная, веселая работенка вот эта.
хочу вам сказать. Вот кожух готов. Хорошо было бы снять его сегодня, но уже поздно. Оставим на завтра. Сейчас самое интересное. Сейчас будем чистить кое-что. Будем производить акт депиляции. Гипсовая депиляция. Очень дешево и практично. Это делается вот так. Тепленькой водичкой. Размачиваем. Одну руку я уже почистил. И вот. И потом просто переламывать эти кусочки и потихонечку удалять. Правильно, конечно, было бы какую-то плотную одежду и вот здесь там плотно как-то перевязывать, но это очень неудобно в работе. Голыми руками удобно, но зато потом приходится вот так, потихонечку, по кусочку вот так удалять. Волосы не вырываются при этом, ну или не очень сильно. Но это неприятная процедура такая. Совсем не вырывается. Местами депиляция. Вообще не вырывается. Ну, вырываются чуть-чуть. Мне больно смотреть на это. Сегодня уже вторник. Опять я полдня где-то шлялся везде, но не, я делал нужные дела, потом покажу, что делал. Сейчас будем снимать вот эту громадину. Для начала я надену каскетку. Опа. Чтобы головой держать. Вот так вот. У меня только две руки и голова, а Саша будет откручивать. А откручивать будем как? У нас таких лучей получается 10 по 2 самореза. Сначала по одному саморезу по кругу, а потом через один луч. То есть останется 10 саморезов, всего будет держать эту конструкцию. И сначала один, а потом вот здесь следующий. И так по кругу. Надеюсь, очень надеюсь, что я удержу эту штуку. Она тяжелая. Погнали еще потихоньку. Не нужен. Да. Давай в удобное место. Да. Опа! Нет? Держу, нормально? Нормально. Все, я держу. Отлично, на пузе держу. Убегай в сторону. Уходи в сторону, тут острое. Надо было наверное, отлично. Еще. Пускай, смотри, не падай. Все. Так. Есть. Бороду. Вода отрывается. Не отрывай бороду. Все, отдавай мне. Опа! О! У меня прям спина нормально. В общем, конечно, такие вещи лучше делать смолой. Смола легкая. Но она стоит дорого. Поэтому мы делаем гипсом. Гипс дешевый. Килограмм смолы стоит как мешок гипса. Поэтому мы делаем гипсом. Лучше делать смолой. Фух, тяжелая, реально тяжелая штука. 50 килограмм спокойно. Вот. Линеечку мне погнуло. Да. Понятно, почему пакля, да? Паклей мы сэкономили литров 10. Литров 10. А вес какой? Там килограммов 15, наверное. Я бы уже не смог ее удержать, если бы не пакля. Пакля это хорошее облегчение получилось. А я? Да ладно. Обрежу сейчас вот этот профиль. Ну и будем заливать. Конечно же. Сразу же их зальем. Неплохо намазалась. Без пробелов. Фу. Подарочек вам. Давай тебе. Ничего не сломалось вообще, да? Да, хорошо. Все прекрасно. Вообще целый. Все хорошо. Целый угол. Отлично.
Когда угол высохнет, мы его помоем растворителем, потому что применяли разделитель на основе воска. Вот, формочка. Мы ее моем мылом. На самом деле, мы знаем, зачем мыло, да? Чтобы пузырей не было. Так, ну что, поехали заливать. Сейчас сюда до краев не доходим. Надо ее протрясти, чтобы в рисунке не осталось там пузырей. А дальше у нас есть хитрый ход. Естественно, что у нас же нет здесь бортика, а нам надо толщину определенную создать, да? Бортика же нету. А что делать? Все уже придумано. Сейчас сделаем. Льется, льется, льется. Вот такая конструкция из гипсокартона просто. Сейчас примажем чуть-чуть гипсокартон, вот эти полоски чуть-чуть примажем, потом уберем вот эти вот планки и поставим сеточку сюда. Не полностью, а вот так чисто, вот так делаю, отбортовочку просто, чуть-чуть, вот так чуть меньше. Нам первым делом надо его просто прижать. Все, чтобы он держал, я тогда снимаю сразу сетку. Сразу же убираю эти планки. И очень надеюсь, что не отвалится. Ну, вроде держится уже. Тихо-тихо-тихо. Одну секундочку. Опа. Вот так. Вот. Так, не хватило чуть-чуть. Ну, понятно, первый отливок. Сразу же быстренько вторую порцию гипса немножечко. Стеклосеточка. Стеклосетка. Колется? Знатно. Чуть-чуть подожду буквально, и сразу же можно выливать туда. А, так очень удобно полировать ногти. Ты что, ногтики полируешь? Так, не время тут церемониться с этими, с гипсовками. Во. Не дал ему хорошо намокнуть, нормально. Тоже неплохо. Это никто не увидит. А я что-то рассчитывал, я рассчитал, это полквадратного метра. И я подумал, что на квадратный метр 10 килограмм на сантиметр, а тут 5 килограмм. Но я сделал на 7 килограмм гипса. Мало. Еще сетку одну. А, 2 сетки. Да, 2 сетки. Сейчас еще одну сеточку кинем. Угу. Что? Больно. Это я ногтем тебя уколол. Нет, это, стекловолокно. Ай, блин. Ты какая-то сверхчувствительная. Конечно. У тебя повышенная чувствительность. А у меня повышенная бесчувственность. Я вон елозю и все равно. Ты неженка. Говорит Саша, что давай еще. Ну ладно, еще чуть-чуть каплю гипса сделай. Мне кажется, нормально. Ну ладно. Хочешь еще, давай еще. Не-то что. В грязном ведре, когда замешиваешь, он быстро очень встает. Он не любит грязь. Он любит только чистую воду. Кристально чистую воду гипс любит. Рисунок здесь взял хороший объем на себя. Потому что толщина гипрока 12 миллиметров. Ну, 2 ведра я сюда влил, 20 литров фактически. Ну, не знаю, как получилось. И насечку сразу же. Какую-то хотя бы. Но сюда, скорее всего, тут не будет гипса. Доска там голая, куда там клеить, к чему. Ну, по периметру это приклеится хорошо. Вот сколько зальется там по периметру. Ну, туда под него можно хорошенько поддуть еще. Ну, нормально будет. А у нас есть злой колобок. И у нас готовый угол. Угол готов. Сейчас будем его доставать.
сторону. Что, попробуешь или я попробую? А ну-ка, дай-ка мне резину. Я смогу сразу его брать. Опа. Нормальный? Нормальный. Держу. Во. Сразу и вытащили его. Ну такой он сейчас. Сейчас он тяжеленький. О, вот и угол получился. Что-то местами тут. Вот пузырек. Вот это пузырек. Где не пролилось. А в целом пузырей мало. Вот эти штуки, это, видимо, тонкая резина была. Вот это вот. Вот это. Там прорыв, и туда чуть затекло. Ничего, нам на 2 отливка. Нам этого хватит вполне. Отлично, замечательно. А в этой комнате Саша восстановила эту розетку. Вот, где ничего не было. Я вам рукой прикрою свет. Ну, другого света у меня пока нет хорошего. Вот не было ничего, теперь все на месте. Все трещины расшиты, все замазано. Ждем штукатурочку только. Вроде ничего так получилась розеточка. И вот один из этих углов тоже будем формовать. Но они здесь маленькие, 50 сантиметров, наверное. А мы делали метровый. И еще момент один. Я вам анонсирую кое-что. Это изготовление рабочего стола, верстака. Я купил столешню, вот где я пропадал. Я ездил за ней, и я таки ее притащил. Столешню буду монтировать на стену. Это вы увидите в следующем ролике. Такие вот у нас занятия. Этот угол занял у нас 3 дня вместо 1, но зато есть столешня. Отлично. Если вам понравилось видео, лайк, не понравилось, дизлайк, комментарии. Спасибо, всего доброго.